Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, рад видеть вас. Да, взаимно. Спасибо большое, дорогие зрители, что ставите лайки, пишите комментарии, конечно, смотрите и слушайте. А самое интересное, вслушивайтесь во все сказанное, потому что где-то вот опережают даже наша аналитика, те события, которые вот потом всю неделю, да, раскачиваются. Купянск показал. Вот просто воочию. Ровно неделю назад труба Купянску, да, Купянская труба, быстро начали вбрасывать о том, что ее затопили, в общем, там все хорошо, и всю неделю, вот эту неделю, которая заканчивается, вот Купянск периодически возникал, да, возникал в повестке дня. Но я хочу вернуться к более ранним нашим с вами характеристикам фронта и войны, именно с военной точки зрения. Понятно, что сейчас идет и Минобороны Российской Федерации отчитывается о новом селе, которое взяли в Днепропетровской области. Украина, понятно, этого пока не подтверждает. И там идет, в общем-то, накат достаточно мощный. Направление Днепр. Днепропетровская область получила прошлой ночью сокрушительный удар такого, ну, невиданного масштаба. Летели и ракеты, и дроны, и опять мы видим тяжелейшее поражение склада, ну, как утверждают АТБ. В начале недели в Киевской области эпицентр, да, там хаб логистический, сейчас складские помещения АТБ, в том числе и туда прилетело, плюс подстанция и все остальное. Вообще, направление Днепр, оно такое, достаточно специфическое, потому что все говорят, что дальше чисто поле, и, собственно, это не Донбасс и не агломерация, когда город переходит в город. Как вы думаете, вот этот, ну, скажем так, толчок вперед фронта в этом направлении, какие перспективы имеет? И самое главное, да, вот после таких ударов по Днепру, мы наблюдаем отток населения на запад. У меня несколько, скажем так, семей, да, которые там со мной знакомые, которые вот переселились с Донбасса в Днепр, потому что опять работает вот эта история, далеко не хочется уезжать, они едут дальше. То есть мы видим, что война движется в ту сторону. Зачем? Саша, я скажу больше. За последний месяц-полтора количество уезжающих граждан из территории Украины увеличилось раза в два. Ну, если брать в целом из оставшегося населения Украины, будем так говорить. Это печальная картина, конечно. Вы здесь затронули вопрос ударов по логистической инфраструктуре, военной и энергетической. Я скажу так, что за прошедшую неделю, эту неделю, было наиболее значимых 5 групповых ударов, которые Российская Федерация нанесла по военной и энергетической инфраструктуре. Отмечается, это в первую очередь отмечается, кстати, ГРУ Украины, которая почему-то вдруг стала очень активно публиковать тактико-технические характеристики ракетного оружия Российской Федерации и БПЛА. Я не знаю, с какой целью, вот просто факты, да, издания, их прямо разрывает от избытка информации по этому поводу. Я, честно говоря, не нахожу причин, честно скажу, вот не знаю, для чего они это делают. Для устрашения населения, ну, может быть, потому что похвастаться, собственно говоря, самим нечем. Поэтому начинают публиковать вот эти тактико-технические характеристики российского оружия. Ну, в частности, вот Россия уже на полную катушку, что называется, как я и говорил ранее, если вы помните, задействует Герань-3 с турбореактивным двигателем. Как показал опыт и практика, так сказать, введения этого оружия в бой, что называется, очень эффективно. Во-первых, практически потолок достигается высоты до 6 километров. То есть практически все
средства противовоздушной обороны, ну, там, кроме «Патриот», конечно, но «Патриотами» бить по БПЛА – это слишком дорогое удовольствие. Но, тем не менее, ни одно средство противовоздушной обороны, стрелковое, артиллерийское, тем более, не достает до таких высот. Это раз, учитывая габариты этих БПЛА. Во-вторых, значит, увеличена головная часть, боевая часть БПЛА до 100 килограмм тротила. И третье, что самое важное тоже, это скорость. Если ранее, вы помните, мы называли, ну, все называли шахедами эти БПЛА, да, потому как патент был закуплен в Иране, то на сегодняшний день уже даже на Украине говорят о том, что это никакие не шахеды, это уже герани российского производства на 100%. Так вот, у шахедов скорость была 120-140 километров с вот этим двигателем внутреннего сгорания. И в принципе их можно было сбивать, даже из автомата Калашникова, что в принципе и делалось. Ну, правда, в отдельных случаях, не повсеместно. То сегодня Герань-3 развивает скорость до 600 километров. Представляете? То есть это очень быстролетящая цель. И надо сказать, что сами же руководители командования ВСУ говорит о том, что им, вот как бы все время они говорят, надо наращивать, надо усовершенствовать и так далее и тому подобное. Но, как вам сказать, вот не хочется сегодня как-то все превращать в какое-то уныние такое, да, но тем не менее, вот я зачитаю вам просто таки маленькую цитату из сегодняшней газеты «Вашингтон-Пост». Они пишут: поскольку шансы Украины на вступление в НАТО невелики, западные союзники значит, страны перешли к альтернативной стратегии помощи в борьбе с Россией инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины. Но вот разбирая, как говорится, по слогам эту цитату, да, я, честно говоря, прихожу в недоумение. И так, кстати, думают и некоторые те, кто живут на Украине, что Украина еще способна что-то производить, я имею в виду из военной техники. Но, ребята, нет ничего, нет ничего. А Вашингтон-Пост пишет о том, что якобы, значит, будут созданы некие предприятия на территории Европы, или они уже есть и будут, так сказать, инвестированы каким-то образом, с чьего кармана непонятно. И они будут целиком направлены на то, чтобы поставлять, изготовлять, испытывать и поставлять оружие Украине, в том числе вот такие дальнобойные беспилотные летательные аппараты. Я в недоумении, честно говоря. Вот то ли это очередной какой-то вброс для того, что... Ну, потому что уже нечего, не о чем говорить, понимаете? Вот не о чем. У Украины нет никаких ресурсов, абсолютно. Трампу задают вопрос: так что, вы будете требовать от Путина прекратить огонь? Он говорит: да нет. Зачем мне это делать? Понимаете? Это тоже, кстати, такой маленький звоночек для Европы. Он говорит: так мне все равно деньги текут из Европы. Я продаю им оружие, а это оружие они отдают Украине. Но какая мне разница? Я все равно получаю свой, грубо говоря, профит. Вот. И мне как-то ни холодно, ни жарко. То есть прикрываются уже веки у Трампа на события в Украине, и мне это напоминает тоже вот давнишние, так сказать, операции Соединенных Штатов, которые они проводили в различных точках земного шара. Я сейчас не буду их перечислять. Вот этот огонек, этот запал, эти колоссальные деньги. Я помню, там в Афганистан чуть ли не до 5 триллионов долларов они там вкладывали, понимаете? Подготовка Аль-Каиды, там что только не было, господи боже мой. Убийство иранских лидеров на чужих территориях, то же самое, это дорогого стоило. Потому что запустить стратегический беспилотник, чтобы он отследил, где там
Касем Сулеймани находится в Ираке, это, извините, тоже стоит денежек. Но, тем не менее, я сегодня говорю, ну, все повторяется с точностью до миллиметра. И как вот Украина дальше пытается воевать с Российской Федерацией, даже не воевать, господи, о чем я говорю, обороняться. Ну, где оборона это? Где эти укрепрайоны эти? Ну, судя по всему, об этом даже не приходится уже и говорить, потому что понятное дело, что деньги разворованы, там взять только одного Умерова, иностранные, так сказать, источники говорят, что там у него до 10 объектов недвижимости только в Соединенных Штатах. Это сотни, вернее, не сотни, а сотни тысяч долларов, да, стоит один объект. Ну, вы же видите, как пишет Центр противодействия дезинформации при Да, да, Умерове да, да, же. да, да. Говорит, это вранье, это не его, это Да, да. брата и Это отца. родственников, да. Ну, бред сумасшедшего. Но это только в Соединенных Штатах посчитали, Александр, понимаете? А что творится там у него с Лондоном, куда он очень вхож, вот, как и господин Зеленский, ну и так далее и тому подобное. Я с удовольствием вчера, честно скажу, с удовольствием, э, просто мне приятно, как вот господин Зеленский вкладывает свою жену на ее имидж, навстречу вот этих желающих, да, или как они там называются, я уже не знаю, вот, на ее имидж было потрачено до 1 миллиона евро. Я не знаю, что там ей могли покупать, да, какие изыски, какие модные бренды и тому подобное. Но 1 000 000 евро, это причем говорит не кто-нибудь там из России, это говорит имиджмейкер с Европы, которая занималась ее имиджем. Вот эта девчонка вполне, говорит, я выдаю вам информацию о том, что было потрачено более 1 000 000 евро. Ребята, вы как вообще думаете себе судьбу дальнейшую? Я уже о украинском народе не говорю. Тут уже, как говорится, сам себе пан, сам хозяин. Выживай как хочешь. Вот, сохраняй свою жизнь как хочешь. Вы упомянули о выезжающих. Ну, я, в принципе, тоже имею такую информацию, что молодые люди от 18 до 22 лет просто в очередях стоят на погранпунктах. И эти очереди не сокращаются. Понятное дело, что это было сделано под давлением некого, значит, комиссара Евросоюза, который сказал, что не надо превращать страну в концентрационный лагерь. Причем было это сказано Зеленскому открытым текстом. Ну хорошо, вы сейчас их выпустили. Что дальше? Ну, стариков поубивают, женщин, скажем, плодородных тоже поубивают. Что дальше? Страны-то не будет. Ну, не будет страны, ребята. О чем вы думаете? Брендовые вещи на свою жену. Вы бы лучше о себе позаботились, господин Зеленский. Себе что-нибудь прикупили брендовое, чтобы выглядеть на международной арене еще, так сказать, презентабельно как-то. Вот. Вкладывать в жену это, конечно, хорошо. Вы ее любите. Прекрасно. Вот. Это показатель. Но Украина-то от этого ничего не имеет. Она имеет только... Я, кстати, поразился, вот недавно абсолютно, поразился совершенно. Во Франции идут просто такие не массовые протесты, это страну превращают в хаос. Там колоссальный политический кризис. Лекарню, премьер-министр, не знает, за что хвататься. Бюджет трещит по швам. Где-то порядка дыра в бюджете Франции около 10 миллиардов евро. Ну, правда, не такая большая, как у Украины, 46 миллиардов. Но, тем не менее, есть дыра в бюджете. Сотни тысяч людей, там говорят чуть ли не до миллиона. Ну, это у нас любят эту цифру, миллион на демонстрацию. И, значит, Макрон выделяет Украине 1 миллион евро. Вот, честно говоря... Совпадение цифр. Да, да, да. Вот меня просто это поражает. То есть у себя, значит, в гнездышке любимом, родном, творится черти что, а они выделяют эти деньги, лишь бы, значит, это было показателем того,
что они все-таки готовы воевать с Российской Федерацией. Да им плевать на эту Украину. Украина сегодня это поле битвы, это понятно. Но они же вот это показатель яркий того, да, и перед тем же Трампом, и перед британцами, что мы вот вкладываем в Юрий Анатольевич, войну ну, на Украине. смотрите, тут какой момент? Сразу, пока вы далеко не ушли, вот вы говорите, как производить, что, к чему, заводы. Вчера Зеленский объявил о том, что разрешают экспорт оружия. Мол, есть какие-то варианты оружия, ну, мол, морские дроны уже как бы так не нужны, все же Россию победили на Черном море, показали вот эту Толоку, ну, там, огромный 12-метровый дрон, который там как бы 2000 километров, 5 тонн груза, ну, в общем, потужно. Плюс какие-то противотанковые штуки, плюс еще какие-то моменты. Речь идет о том, чтобы контролируемо продавать излишки и закрывать дефицит государственного бюджета. У меня возникает здоровый, прагматичный такой вопрос, да, вот прагматика. Подождите, а кому они собрались продавать вот эту Толоку 12-метровую или противотанковую? Во-первых, кому? Во-вторых, за сколько? В-третьих, ну погодите, действительно это покроет дефицит государственного бюджета? О чем вы? И самый главный момент, это хорошо бы линия фронта была стабилизирована. То есть мы бы не наблюдали никаких действий, там, продвижения вооруженных сил Российской Федерации. Вот как бы фронт стоял, а-ля типа, вот как 15-й год, 16-й, вот на Донбассе, да? Ну, плюс-минус все стоят на своих местах, постреливают. Ну, елки-палки. Ну, как бы, а мы теперь будем оружие экспортировать. Что вы думаете по этому поводу? Как профессионал относитесь к этому решению? Я, честно говоря, тоже в шоке от этой новости. Но, откровенно говоря, да, если говорить с точки зрения профессиональной, да, в период боевых действий, в период войны, и у нас есть колоссальные, так сказать, примеры опыта Великой Отечественной войны, когда предприятие было куда эвакуировать, ну, понятное дело, что у Украины нет Урала и, скажем, Средней Азии. Украине некуда эвакуировать предприятия. Практически они все разбиты. Я имею в виду те предприятия, которые работают на военно-промышленный комплекс. Но в тот период времени шла речь не только о производстве там, снарядов, танков и так далее, о качественном изменении характеристик оружия, самолетов, танков, стрелкового оружия, ну и так далее и тому подобное, противотанкового оружия. Вот в то время уже даже, так сказать, при, скажем, страшнейших ситуациях, которые были связанных прежде всего с окружением советских войск, блокада Ленинграда, Сталинград, Харьков и так далее и тому подобное, умудрялось советское руководство, не просто умудрялось, а делало колоссальные успехи с помощью ученых, конструкторов, все делать для того, все для фронта, все для победы, как был лозунг в тот период времени. Все для фронта, все для победы. А я задаю вопрос, сам себе, конечно, задавать его уже некому. А на Украине, где говорят, что она, значит, полномасштабно воюет с Российской Федерацией, экономика переведена на военные рейсы? Нет. Почему? Задаюсь вопросом. Второй момент. А конкретно вот что вы, зная уже, печатая в средствах массовой информации тактико-технические характеристики превосходства российского оружия, я только так это могу назвать, вы чем будете противодействовать этому оружию? Где вы возьмете это все? Ну вот эти вот всякие штуки-дрюки, которые там пытаются продавать, это, я не знаю, это из разряда какого-то анекдота. Вот. Ну, в принципе, кто у нас у власти? Ну, понятно, 95-й квартал, шоумены.
это в их ключе, подобными козырять примерами, да, что они там чего-то будут продавать. Ну, простите, 46 миллиардов они не наскребут, даже продавая вот эти фанерные какие-то беспилотники. Но я вам еще один пример хочу привести, я, по-моему, его приводил уже. В 96 году, когда я работал, был откомандирован в Главное управление кадров Министерства обороны Украины из академии, где я преподавал, на время командировки. Мне мои хорошие знакомые, там работающие в генеральном штабе, просто таки вот за чашкой чая рассказывали, что Кучма с Шмаровым, это был министр обороны Украины, покойный, Царство Небесное, продавали советское оружие буквально там за, по-моему, какие-то 4 года. Они продали советского оружия, самолеты, танки, РЛС и все прочее. Там и стрелковое оружие тоже шло, потому что на Украине его были горы. На 42 миллиарда долларов. Это на период 96 года. 1990. Это колоссальные деньги. И что вы думаете? Я когда услышал эту цифру, да, мне даже кое-какие бумажки показывали по этому поводу, куда это оружие экспортировалось. И что вы думаете? В Украине была создана боеспособная армия? Нифига подобного. Флот угробили, ПВО угробили, а стратегическую авиацию угробили, истребительную авиацию угробили, конструкторское бюро Антонова угробили. Ну, то есть, все, что было, да, нажито, как говорят, непосильным трудом в советское время, и не только, значит, только украинцы старались, вся страна старалась, чтобы на Украине были мощные, современные предприятия, которые могли бы изготовить конкурентоспособную продукцию, даже на рынке вооружений. Все это начало куда-то исчезать, куда-то растаскиваться. То есть, анализируя сегодня, вот с позиции сегодняшнего дня эту ситуацию, просто таки приходишь в дикий ужас. Поэтому все вот эти анекдоты про какую-то продажу какого-то вундерваффе, которые изобрели там где-то в подвалах, я не знаю, черт знает где, на Банковой, наверное, вот, это не более чем анекдот. Я даже не верю в эти штуки, эти дрюки. Да и население Украины уже, в принципе, сильно много пережило, да, и обмана, и бомбежек, и обстрелов, чтобы понимать реальную картину того, что творится. И реальную картину того, что пенсии платит нам Европа на сегодняшний день, а раньше платили Соединенные Штаты. Нам, это я имею в виду украинцам. А не Украина где-то эти деньги зарабатывает. В торговле, в экономике и так далее и тому подобное. Вот и все. Юрий Анатольевич, значит, важный момент, вы вспомнили Кучму, тут напомнил о себе Ющенко. Значит, ну, в дискуссии дает интервью и, собственно, так сказать, говорит о том, что, ну, В театре он был. да, и говорит о том, что, собственно, у каждого свои цели, конечно. Да, кто-то говорит о том, что давайте остановимся по линии разграничения, и уже хорошо. Но он так не считает. Границы 91 года. Нет, надо идти на Москву. Ющенко на Москву. Понимаете, собирает народ. Понятно, что там политологи шутят, говорят, ну так, давай, Козин, вот это, собирай ополчение и выходи на оперативный простор, так сказать, на белом коне. Без Радичи пусть соберет там все. Вперед, Да. как говорится. Но ведь это же работает, вот эта риторика. Достали, значит, нам Ющенко, говорит, надо на Москву идти. Хорошо. Так а самого Зеленского последние дни вы слышите? Приезжает Мецола к нему, он говорит, смотрите, у россиян было 4 направления наступления, 2 мы их разбили. О как! Причем одно возле Сумское направление. Откуда же взялись 6 котлов, Саша? Ну, Откуда? На сегодняшний день, это признает Сырский, существует уже 6 котлов. Ну, или несколько, скажем так, объектов фронта, где в полуокружении находятся украинские войска.
А под Красногвардейском, да, там шеститысячная группировка окружена. Вот откуда это все тогда? Если у них такие колоссальные успехи у Зеленского. Ну, извините, я вас перебил. Говорит, в Купянске, говорит, сейчас мы их зачищаем уже, Купянск, все нормально, мы их разобьем. На Добропольском направлении 2 дня назад он там побывал. Ну, якобы там непонятно, где он побывал, наградил бойцов, ну, типа в Донецкой области. Ермак рядом, вот такая привычная картинка. То как бы Ермак рядом не появлялся после вот этих скандалов про мужеложество. А теперь вот как бы вот он и Ермак вместе, красивая музыка, военная, все. Так там контрнаступление. Да. И вообще вот эта бравада вот такая вот серьезная, ну, прям смотришь... как бы абсолютно другая история. То есть фронт там движется, а что движется? Наверное, заманивают, ну, чтобы разбить российскую армию. И тут внезапно, это возвращаю нашу дискуссию к теме фронта, как-то вот как черт из табакерки выскакивает направление Липцы, о чем вы конкретно несколько там программ назад четко говорили, что понятно, что бои в самом Харькове и заходить в Харьков смысла нет, но будут стараться окружать. Так это вот первая ласточка. Конечно. Молчали. Какая-то там сводка, где-то кто-то куда-то стрельнул, попала в сводку Генштаба в июле месяце. Сейчас сентябрь, и там вот прям идет попытка продвижения вооруженных сил Российской Федерации. Так это что уже? Начало операции Харьковской? Да. Да. Это начало Харьковского направления развития фронта именно туда, на север. А в дальнейшем, вы сами можете понимать, если туда российские войска дойдут, то и, так сказать, не за горами и Киев. Что касается Купянска, на сегодняшний день идут тяжелейшие бои там, тяжелейшие. К сожалению, потери есть с обеих сторон. С украинской стороны, естественно, они гораздо больше. Даже взять, кстати, последний так называемый обмен телами, 1000 человек на 19. Вот эти 1000 человек как раз были с Купянского направления. Ну, что называется, извините за, так сказать, каламбур, это свежие тела вот из того направления. Да простит меня Господь за такой каламбур. Украинцам выдали 19 тел. Украинцы выдали россиянам 19 российских убитых солдат. Опять же, задаюсь вопросом. Тут еще тоже от Зеленского исходит такая, мол, давая он интервью там британскому телеканалу, говорит, что мы же не уверены, что это тела украинцев. Вот он до сих пор, да, уже сколько тысяч тел Украина приняла, да, от России, вот, в этих пластиковых мешках. С документами эти тела были все, с документами, подчеркиваю. Имеется в виду не личные документы солдат, не у всех они, конечно, есть, а документы, которые, была экспертиза ДНК по этому поводу. И это все проводится, эти обмены проводятся в присутствии Международного Красного Креста. Абсолютно нелояльной организации к Российской Федерации. Абсолютно, уверяю вас. И тем не менее, вот это действительно бравада идиотская какая-то. Кого вы, думаю, хотите обмануть? Понятно, вы обманываете на телах, говоря, что они пропали без вести, а потом все-таки каким-то образом, у меня есть, кстати, одни примеры, не одни, а два примера есть, не один, а два примера, когда люди с Западной Украины, Житомирской области именно, специально приезжали туда, где был обмен вот этих тел. Чтобы, как говорится, их спрашивают иностранные журналисты. Там, кстати, всегда присутствуют при обменах иностранные журналисты. И их спрашивают, а почему вы приехали? Ну, передадут тела, зачем вам сюда ехать? Это, во-первых, стресс колоссальный, это на это смотреть невозможно. А они говорят, нас обманут.
Это украинские граждане говорят. Получить тело своего родного, близкого человека, они боятся, что их обманет власть. Потому что нам, говорит, пришла уже бумажка, что он пропал без вести. А он, оказывается, не пропал без вести. Его тело есть. Ну и понятно, что все граждане Украины, которые потеряли своих близких, родных, сыновей, мужей и так далее, они хотят получить от государства компенсацию. Это законно. Но власть категорически уходит от этого. Вот вместо того, чтобы заниматься, как говорится, конкретным делом, да, быть ближе к народу, что называется, они вот и сочиняют вот эту вот фигню всякую. Мы там, мы сям, мы выдавили, мы оттеснили там и так далее и тому подобное. Но пока что, еще раз говорю, с нарастающим успехом он присутствует, этот успех, только у российской армии. У российской армии только. Сырский, да, периодически передислоцирует подразделения с юга на север, а если в запорожском направлении начинается какое-то движение, да, то перебрасывают с Донецкого направления на Запорожское, ну и так далее и тому подобное. На сегодняшний день, опять же, вот это озвучено было президентом России Владимиром Путиным, на линии разграничения находится 700 тысяч российских войск. Это прямая речь. Значит, военные эксперты и Украины, и зарубежных государств говорят о том, что всего на всей территории Украины в ВСУ насчитывается 800 тысяч военнослужащих. Туда входят и все там сухопутчики, танкисты, там моряки, все вместе взятые. 800 тысяч. А на линии фронта, где россияне, значит, воюют, 700 тысяч, понимаете? И еще в тылу, безусловно, мы можем посчитать, да, сколько есть у российской армии живой силы. Плюс 25 миллионов резерва. Ну, это так, на всякий случай. Понятное дело, что никакой тотальной мобилизации Россия не планирует. Но если что, вы меня простите, там ресурсов ого-го. Что собирается делать в дальнейшем украинское командование, украинская власть? У меня большой жирный вопрос. Ну, нам же как говорят, неважно какие ресурсы, война дронов, чем дальше там технологии, тем неважно сколько людей на фронте, сколько там число уже не так имеет значение. Ну, вот такое нам, как бы, такую картину рисуют и так вот это все обставляют. Понимаете, когда мы пытаемся, ну, вот, проанализировать ситуацию на фронте, понятно, что мы не уйдем от перевираний, от, скажем так, политической, ну, какой-то подоплеки, потому что там у нас, например, есть депутат со справкой безуглая, да, которая там может позволить себе сказать, что все, ну, там, катастрофа. Другие говорят, нет никакой катастрофы. А я вот... И так уже повторяется, ну, много населенных пунктов или много населенных, ну, этих операций в населенных пунктах подряд. То есть криком кричат. Началось с Лисичанска все. Ну вот тогда еще Лисичанск, все, нет, Лисичанск не сдадим. Потом это фортеця Бахмут, то есть мы помним. Но как-то вот не поют уже песни про фортеции. Ну вот нет песен про крепости, да, то есть нет заказов на песни про Ванька-встанька и пакет. То есть, ну, как было в начале. То есть, абсолютно другая история сейчас. И люди это видят и чувствуют. Но, тем не менее, демонстрируют, и народу показывают социологию, что 62% поддерживают Зеленского. Что в случае чего 54% мужиков готовы пойти воевать. Так и где они? Ну вот где они? Зачем-то вообще, почему в стране, где половина, по данным КМИСа, готовы идти воевать, проводится пусификация? Почему такое бешеное количество СЗЧ? Тоже возникают определенные вопросы. Ну и отдельные вот эти эпизоды, как там в Тернополе, в эпицентре, да, 2 здоровезных бугая, 2 с лишним метра роста, ну там, и третий такой среднего роста. Хватают какого-то мужика, который там выбирал масло в машину поменять на этом лотке, прямо внутри эпицентра. И это какой-то, это просто какой-то, ну там, на голову не напялишь, какой-то ужас. Юрий Анатольевич, как
кажется, вот сейчас идет такой достаточно серьезный и мощный разгон. Вы упоминали про 18-22-летних. Говорят, выстрел в ногу. Польские СМИ пишут, выстрел в ногу. Отдельные депутаты типа Костенко. Выстрел в ногу. Так, смотрите. Ну, это же означает, что у Зеленского же два варианта. Вариант номер один – это закончить войну в этом году. Вариант номер два – это 120 миллиардов на следующий год. Это его прямая речь. Получается, что если так стреляют себе в ногу, то будут выбирать вариант один? Выстрел в ногу? Нет, Или в голову? закончить в этом году. Да врет он все. Для него закончить войну – это политическая смерть. Вот. Поэтому не будет он этого делать, это понятно. Вот. А если, как сказали уже некоторые нацисты украинские, главари этих батальонов, что он шутит с огнем, то есть его просто физически уберут, если он попытается ее закончить. Это первое. Второе, вы вот упомянули, опять же, мы все о наших близких соотечественниках говорим. Дело в том, что, вот вспоминая, опять же, этого Ющенко, не приведи, Господи, несчастного, вот, хочется спросить, а где его сын? Кстати, да? Потом есть второй это кадр, который тоже вышел на, так сказать, большую орбиту средств массовой информации. Евгений Геровский, или как его фамилия? Войнаров? Не, как-то, подождите. Ну, как... Венеславский. Венеславский, да. Извините, господин Венеславский, что я исковеркал вашу фамилию. Не хотел. Но у меня вопрос. Вы такой поборник фронта, значит, мобилизации и тому всего прочего. Почему ж так сыновья ваши тепленько устроены? Один в США, другой в ТЦК. Ну, как бы не гоже, да, вот. Иосиф Виссарионович Сталин своего сына не прятал, ни одного, ни второго. Вот. Один погиб в концлагере, был расстрелян, а второй воевал летчиком и сбивал немецких асов. Да и другие, скажем, Микояна, тоже советского руководителя, тех, кого вы проклинаете сегодня, чьи памятники вы не свергаете. Вот они, да, сыновей своих не прятали. А чего же вы, где же ваша, так сказать, совесть, мораль, честь и так далее? Какие-то вещи, наверное, говорю, ужасные, которые для сегодняшней Украины вообще неприемлемы. Их некуда пристегнуть и не к кому. Где ваши дети? Почему они не воюют? Ведь я понимаю, если вы сами куда-то уехали, пропали, и о вас не было слышно. Но вы же рвете на себе тельняшки, бьете пяткой себя в грудь, крича о том, что нам нужно оборонять страну. Все на фронт и так далее и тому подобное. Так где же ваше-то чадо? Покажите пример. И вот скажем, не прекращая, да, значит, возмущаться этим, я хочу сказать, что Украина не протянет долго. Ведь мы правильно говорим, вы упомянули там об оружии, и я в том числе современном. На все это нужны люди. Оружие само... Еще искусственный интеллект не так плотно внедрился в нашу общую жизнь. И тем более в военном деле. Хотя существует уже, да, и в России, и за рубежом, и в США, и в Китае, значит, самолеты, другие летательные аппараты с искусственным интеллектом. Вчера, кстати, Ким Чен Ын испытал свой стратегический беспилотный летательный аппарат с искусственным интеллектом. Но все равно этим всем это все пока контролируют люди. Что контролируют в Украине? Кто контролирует? Вообще, я не понимаю, где профессиональная подготовка военная, военных Украины? Где она? Ну, это же аксиома. То есть в годы Великой Отечественной войны, значит, кадры курсантов высших военных училищ
Готовили там за год-полтора вместо 4-5. И выпускали на фронт. Они шли, правда, даже младшими лейтенантами, не лейтенантами. Но это были кадры, подготовленные кадры. Маломальски хотя бы подготовленные. Чем занимается, где эти кузницы офицерских кадров сегодня на Украине? Ведь угроблено военное образование. Его нет. Может быть, я не знаю, там, вы себе нарыли уже подвалов, бомбоубежищ для того, чтобы прятаться. Так наройте такие же подвалы, где будете готовить офицеров для фронта, грамотных, Ну, вы же образованных. видите, как в интервью Sky News, которое вы упоминали, Зеленский говорит, Да, мы отказались от идеи, что обучение за рубежом. да, 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 да. Бегут потому что. Бегут. А что взамен, Бегут. Александр, а что взамен? Ну, там какие-то инструкторы приезжают и, в общем, готовить будем в стране. Всех. Понимаете? То есть вот тоже показательный момент. Но Бегут. вооруженные силы – это не футбольная команда или там другая спортивная команда, где ее можно наблатыкать, натренировать и так далее, лишь бы были сильные руки, ноги. А что, как говорил один генерал, да, в фильме «17 мгновений весны», а как насчет головы? Головы кто будет тренировать? Кто будет обучать этих людей? Понимаете? Поэтому все, что говорит Зеленский, но это, опять же, это от юродивого, это от того, что человек абсолютно некомпетентен, он занимает не ту должность. Вот его должность, да, продюсера там 95-го квартала, это его место. Но занимать должность президента, верховного главнокомандующего, это не его должность. Ну так И выбрали из-за ж. этого гибнет страна. Выбрали, поэтому вот такая история. Ну А, да. Я хотел бы с вами обсудить очень интересную вещь. В начале недели у меня она прозвучала в эфире, потом разгулялась. Ох, как разгулялась. Значит, вопрос Приднестровья. Интересный вопрос. Значит, якобы, прошла информация, что готовятся спецслужбы для того, чтобы и Франция, и Британия внедряется туда, там выборы скоро. Оппозиционные пророссийские силы заявляют о том, что Санду готова пойти на войнушку, да, ради того, чтобы там продержаться у власти как можно дольше. То есть мы видим пример Зеленского заразителен. Более того, Украина тоже может быть включена в эту историю, как, сила, да, там какая-то. И, мол, на Приднестровье может начаться война, которая вот тут мнения расходятся. Одни говорят, ослабит, подожжет новые территории, ослабит позиции Украины. Другие уколет больно Россию и усилит позиции в Украине. Причем интересно, что, например, высказывается мнение о том, что а вдруг пророссийские силы победят, да? Там свергнут эту Санду, в общем, установится такой режим в Молдове, который лояльный к Москве. И вот тебе и здравствуй Одесса под боком. И вот эта армия, кто-то над ней смеется, потешается, как бы нет потешных армий. Они, это профессия убивать, да? И вот угроза Одессе, прямая. Мол, никто не пойдет вплавь, там, десант через Днепр форсировать. Что вы думаете по поводу этого? Насколько эти перспективы туманны, а насколько, такие, ясные? Это они действительно имеют под собой место, но я немножко вас поправлю. Приднестровье к выборам в Молдове не имеет никакого отношения. Это абсолютно автономный регион. Абсолютно. Со своими вооруженными силами, своей властью, своим парламентом, и своим главой автономии. Это первое. Второе. Проникнуть на территорию Приднестровья каким-то британским агентом там и так далее затруднительно, Александр. Затруднительно. Во-первых, приднестровские спецы работают совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности Украины. Простите, России. Вот. Поэтому там в этом плане все очень четко. Вот. Я не буду долго по этому поводу распространяться, но существует ли угроза, скажем, по внешнему периметру каких-либо провокаций? Да, она существует. И Санду в этом, кстати, кровно заинтересована,
чтобы, скажем, вовлечь Приднестровье в какую-то грызню, да, а не дай бог еще какую-то перестрелку, вот, то, безусловно, заполыхает не только Приднестровье, а Россия Приднестровье не оставит. Там и контингент находится российских войск, ну и все, что положено к этому, прилагается. То, безусловно, это прямой вызов России вступиться за русскоязычных граждан на территории Приднестровской республики. И в этом плане я считаю, что именно на это делает ставку Санду, для того, чтобы остаться у власти, быть поддержанной и НАТО, и Евросоюзом, ну и получить, естественно, какие-то ковришки за то, чтобы воевать с Россией и с непокоренным Приднестровьем. Вот она на это рассчитывает, это 100%. То, что по всей Молдове растут, значит, акции протеста против власти, против ее власти, это уже факт. Но, тем не менее, свою работу выполняет админресурс очень хорошо. И свою работу выполняют те избирательные участки, которые находятся в Европе. Шеститысячная, значит, хотел сказать группировка военным языком, не группировка, 600 тысяч граждан Молдовы находятся на территории России. И для них открывали два избирательных участка на 600 тысяч. Вы себе можете представить, что там творилось? Ну, естественно, в Европе таких участков в разы больше открывается, чтобы туда шли голосовать граждане Молдовы. Или бывшие, или настоящие, это не важно. Ну, те, очевидно, настоящие, потому что там нужно все-таки иметь паспорт на участке для голосования. Вот, поэтому Санду будет, да, использовать и в дальнейшем вот этот свой административный ресурс. Вот, это абсолютно для нее нормально. И, как вы правильно заметили, да, она себя мнит уже таким вторым Зеленским. Вот. Но то, что в Молдове улучшение жизни для граждан не наступит в ближайшие десятилетия с такой властью, это можно определенно сказать. Юрий Анатольевич, вы говорите война, война. Ну так вот же она вот разворачивается на наших глазах. Смотрите, дроны в Польше. Смотрите, там залетели МиГи. 12 минут в воздушном пространстве Эстонии. Выходит Министерство обороны Российской Федерации и говорит, мы туда не летали, вот вам объективные данные контроля, это неправда. Но подождите, Министерство обороны Эстонии выходит с картой, с полетом, где пролетали, выключенные транспондеры, в общем, все. То есть, и опять у нас там новый виток вот этой истории. Одни эксперты утверждают, что, значит, это Россия пробует на зуб НАТО, ну, как там они себя будут вести. Другие говорят, что не совсем все так. То есть Россия не провоцирует. Это просто очень хорошо. Ну, для тех, кому непонятно, там карта, да, вот Эстония, Таллин, море, там все очень рядом. Понятно, нейтральные воды, там Да, все, да, там да. очень рядом. Ну, смотрите, и это истерика ровно потому, что Трамп уходит из балтийских стран, Трамп выводит и говорит, ребята, европейцы, теперь вы и сами, давайте, Да, безопасность, да. все. Оружие продать, не вопрос, продаю, но нас там не будет, то есть физически мы вас защищать не будем. И поэтому вот такие провокации, они генерируются, где-то даже по надуманным причинам, оказывается, 4, тоже вот интересно, да, 4 раза нарушали воздушное пространство Эстонии, 4. А такой крик вот только вот сейчас на 4-й, а 3 предыдущих, давайте тоже, ну почему не было таких воплей? Только потому, что поляки после инцидента с дронами получили много денег на ПВО и на все остальное. Эстония, получается, тоже хочет. Вы как относитесь, кому выгоднее, да, вот сейчас вот эта дестабилизация? Поляки еще хотят контрибуции за Вторую мировую войну. Вы тоже не забывайте. Но уже, кстати, по этому поводу высказалось руководство Германии, что Германия все, что могла и нужно было, самое главное,
Вот, она все выплатила. Поэтому никаких других выплат никакому государству по итогам Второй мировой войны Германия делать не будет. Это первое. Что касается этих самолетов. Ну, ребята, если вы самодостаточное государство, у вас такая офигенная обороноспособность, так сбивайте нарушителей. Чего вы их не сбиваете? А? А вот так вот ходить по углам кукарекать, да, особенно в Евросоюзе, и правильно, как вы заметили, лишь только для того, чтобы выклинчить деньги на, на какие-то мнимые там средства, ПВО или еще чего-то, ПРО. Но это все очень дорого стоит, вы этого не получите. Соизмеримо с вашим государством, такие типы вооружений, да, средства противовоздушной обороны, для таких государств НАТО и Соединенные Штаты выделять не будут. Это второе. И третье, что интересно, ну хорошо, если вы хотите выяснить отношения с Россией и, скажем так, ущучили ее в том, что она нарушала воздушное пространство. Есть нормальные, так сказать, переговорные отношения в этом смысле. Если у вас есть также данные объективного контроля, как вы говорите, карты, ну я не знаю, что там на карте могут они пометить, данные объективного контроля, телеметрия, если у вас она есть, встречайтесь с российским руководством на уровне дипломатии, ведь Россия еще не разорвала с вами дипломатических отношений. Встречайтесь со специалистами, с военными атташе на дипломатическом уровне, выясняйте эти отношения. Но это же, скажем, ход в проигрыш, что называется, да? Ну, выяснят они, да, что было нарушение, не было, ну все, и разойдутся. А здесь же, как вы правильно заметили, нужно погремушками погреметь, понимаете? Вот, взбудоражить, так сказать, общественность. Тем более, как уже и сами поляки сказали, что никаких дронов не было. Это Министерство обороны Польши говорит, войска польского. Что, скорее всего, был сбой средств наблюдения за воздушным пространством в связи с погодными условиями. Даже вот это они уже сказали, понимаете? А 43 миллиарда прилипли. Прилипли, да, понимаете? То есть Минобороны, там что самое интересное, что польские военные – это не польские политики, это я вам сразу говорю. Я знаю эту страну, вот, и поляцы, жовнежи, это не польские политики, понимаете? Они могут с кем угодно выйти, с теми же белорусами на связь и, скажем, взаимодействовать в плане воздушного нападения, в кавычках я имею в виду, выявлять воздушные цели, откуда прилетели и белорусы, и поляки, и россияне знают все, откуда прилетели эти беспилотники в Польшу. Но опять же, это можно делать нормальным способом. Вот. И понятное дело, что уже определены, так сказать, направления, откуда эти были беспилотники, что они были кустарными объектами украинского производства. Важный момент, который я хотел бы затронуть в нашей сегодняшней беседе, он касается прежде всего перспектив, да, вот этой войны в контексте, ну, вот, расширения и объединения страны. Когда бедность, ну, как бы будет давить, уже прогнозируют там и евро по 50 с чем-то, уже, ну, то есть мы понимаем, по какому курсу держится страна, начинается бедность духовная. Эпизод, который поразил многих, когда в поезде, ну, купе, да, сидят подростки, ну, сколько там, 14-12 лет, мальчик и девочка, да, кушают, разговаривают, нормально, никого себе не трогают. А с верхней полки с мобильным телефоном лютая тетка говорит: а куда это вы едете? Ну, мол, мне неприятно слышать русский язык. Паренек от нее отмахнулся, та начала говорить: вот, едете во Львов, значит, рыгать по-русски, ну, российскую мову. Тот-то и сказал: ну, окей, все, окей, типа, тетка, отстань. Я почему вот так в красках описываю этот пересказ?
Время же лютое. Люди движутся на запад. На восток дорога закрыта. Ну, то есть это нереально. Ту разрушительную силу войны, вот там в Купянске дают отчет, что 800 человек остается. Сейчас, во время боев ожесточенных, точно так же Покровск, там пару сотен человек, еще какие-то. И не все равно там есть люди, и они вот, понятно, когда там переходит населенный пункт в другие руки, их эвакуируют и в другую сторону. Но большинство-то едет туда. И вы знаете, становится как-то вот страшно за новое поколение. С одной стороны страшно, а с другой стороны, ну это же полное безразличие к вот этому всему происходящему. Да, да, И это вообще люди, которые, ну вот растут, да, в эти, уже сколько лет война с 14 года, а они, получается, у них вся жизнь это война. Ну вот они-то дети войны в прямом смысле этого слова, без статусов, а вот в прямом. Так, да. а на что будет опора? И какое будет отношение к этой, ну, серьезной, тяжелой войне? Понимаете, вы правильно затронули эту тему, что все то, что начиналось еще в 90-е, отторжение от любого, от всего русского, вот, оно сегодня получило вот эти гипертрофированные формы, ужасные, уродские формы. Вот. И я вам приведу один пример. Находясь здесь, в Европе, значит, у меня домашний доктор, он русскоязычный. И, значит, он иностранец, но он знает русский язык. Вот. И к нему, значит, подходит тоже его клиент, пациентка его. И, значит, ни бе, ни ме, ни кукареку на местном национальном языке начинает с ним говорить на украинском языке, свои проблемы освещать. Он ей говорит, значит, на русском языке отвечает, я свидетелем был этому, что, простите, я сейчас подробно хочу у вас расспросить кое-что, ну и, соответственно, говорит на русском языке. Что вы думаете? Она ему отвечает. Ви цією мовою зі мною не розмовляйте. Ну, хорошо, так изучи местный язык государственный и говори с ним на государственном языке. Вот, понимаете, вот это тот показатель дремучести, до которого довели украинских граждан. Даже находясь за пределами Украины, они не способны понять, что есть языки, скажем, Организации Объединенных Наций. В том числе, кстати, и русский язык является языком Организации Объединенных Наций. Такой же язык, как английский, французский, китайский и так далее и тому подобное. Она даже этого понятия не имеет. Вот ей внушили по телевизору украинскому, да, что Россия – это ворог. Все. Причем, я думаю, ей внушили это не вчера, а это накапливалось по каплям. Вводили этот яд украинскому обществу через капельницы вот эти средств массовой информации, через книжки господина Кучмы «Украина не Россия». Вот тогда это все начиналось. Что касается молодых людей, вы знаете, да, я когда смотрю вот эти ролики бравурные о том, что готовят там с детских садов, чуть ли не с пеленок, будущих солдат ВСУ, они там в лагерях военных, значит, собираются, значит, проходят какую-то военную практику, знакомятся со стрелковым оружием. Ну, все это было и в советское время. Я в этом не вижу ничего плохого. Здесь другое дело. Все дело в том, что какая основа для этого. Вот в чем дело. Какая для этого основа? Кого, если мы, скажем так, в советской школе учились начальной военной подготовке, да, она начиналась, по-моему, там с 8 класса по 10, десятилетка тогда была. Мы готовы были бороться с мировым империализмом. Вот тогда это так обозначалось. А на сегодняшний день, да, значит, украинская власть нацеливает молодежь убивать русских, не россиян, а русских на своей территории. И для этого готовят молодежь, молодых людей.
То, что они отрешены от Украины, те, которые решили уехать, я уже с такими встретился сегодня. Ну, не сегодня, а в эти дни. Те, которые вот-вот недавно уехали, молодые люди, 20-летние уехали. Они ходят здесь, конечно, с открытыми ртами, потому что они впервые в Европе. Вот. Но я случайно их встретил на улице. Да, говорит, гори она огнем, это Украина. Причем также говорят на русском языке. Не на украинском. Ребята говорят на русском, гори она огнем. Мы остаемся здесь. Здесь наше будущее, в Европе. Ну, кто-то, если может, это очень сложно, конечно, сегодня, уезжает в Россию. Те, кто неразрывно связывает свою жизнь, культуру, язык свой, своих, у кого-то есть родные в России. Но это очень сложно. В Европу на сегодня, конечно, проще уехать. Хотя, честно говоря, самолеты летают из той же Молдовы в Россию, из той же Сербии и так далее и тому подобное. То есть можно перебраться, было бы желание. Но меня поразило их высказывание, вот это жесткое такое высказывание, что они уехали и они никогда не возвратятся в Украину. Это ужас, просто ужас. Люди, которые 20 лет воспитывала украинская школа, причем в искаженном, в искривленном виде, я бы так сказал, с историей, географией, даже религией, я вам скажу так, там же уже в школах есть, значит, понятие такое, как там религиозное образование. Даже в этом смысле у них им пытались вправить мозги. Яка церква правильна, а яка неправильна, понимаете? Я тоже об этом знаю. Я был как-то в детском саду в Украине, да, когда еще до войны. Была война на Донбассе, только развязанная украинским режимом. Гражданская война. Я посмотрел детские рисунки, висящие, ну, детский сад, господи, обычное заведение детское. Деточки всегда и везде, всегда красивые и веселые. Но то, что я увидел на рисунках, меня, конечно, поразило. Дымящиеся танки с красными звездами. С этого начинается Украина, понимаете? И заканчивается Украина вот здесь, в Европе. Все. Той территории, которая была Украиной, фактически уже не существует. У нее нет будущего. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за эфир, за время и мысли. Спасибо, Александр, вам тоже за эфир. Я прошу всех ваших подписчиков, если хотят, пусть подписываются на мой телеграм-канал. Да, ссылка традиционно в описании. Поэтому Спасибо. имейте в виду и не забудьте поставить лайк нашему сегодняшнему разговору. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.